Представители знака зодиака Овен, приветствую вас. Таро прогноз. Загляни в будущее. Узнай, к чему все идет. Поворот судьбы месяца. Февраль-март. Момент перехода между прошлым и будущим. И планетарные транзиты февраля и марта уплотняют пространство, тем самым заставляя осознать нас, что мы живем в моменте здесь и сейчас. Какие-то могут произойти, у каждого, понятно, своя концепция, и меня смотрят люди из разных стран, но все же есть то, что помимо нашей воли или какая-то внешняя ситуация, обстоятельства могут создаться, опять же, за счет планетарных транзитов. Нам приходится адаптироваться к той обстановке, которая складывается. И мы можем почувствовать себя как на перекрестке судьбы. Скорее всего, каждому придется делать выбор в той или иной мере. Мы можем внутренне протестовать против тех обстоятельств, которые складываются в нашей жизни. И поэтому своеобразный выбор, принимаю это или нет. И помним, наверное, что жизнь наша не бывает полностью предсказуема. И порой напоминают игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Поэтому больше я вижу с позиции нашей адаптации этот период. И правда, он может быть несколько сложным, но в то же время он перед нами открывает новые перспективы. Почему? Потому что тут как раз возможности приходят, но они приходят совершенно по-иному. И неважно, какой у вас возраст. Тут будет самое главное не застрять в прежнем шаблоне или в прежнем мировоззрении, а рассмотреть то, что иррационально. Или, может быть, то, чего мы говорили себе, нет, этого не может быть никогда. Вот не ставьте перед собой табу, где-то февраль-март, ломает шаблоны. И у нас сегодня две колоды. Первая колода – это метафорическая колода «78 дверей». И мы будем рассматривать мир внешний, что происходит вокруг вас. Допустим, что как альтернативный вариант развития событий. А вторая колода Таро раскроет мир внутренний, то, что вы можете чувствовать, переживать или ощущать, эмоции ваши. И построим наш расклад следующим образом. Первые три карты я достану как энергия февраля. Какие события, узнаем, ближайшего будущего могут происходить с вами? Или с чем вы можете сталкиваться, с какими ситуациями, может быть, и так. Март. Какие энергии марта будут преобладать? Или, по крайней мере, то, что это для вас будет каким-то образом отыгрываться. К чему все идет? Мы тоже достанем три карты и рассмотрим их вот как раз тот момент перехода между прошлым и будущим. Мы на пороге больших изменений, и опять же, неважно, сколько вам лет или из какой страны вы меня смотрите, мои видео, все равно есть перемены, нам довелось уже с вами прожить в эпоху перемен, и поэтому нужно принять какую-то реальность, адаптироваться, чтобы в последующем построить совершенно в новой концепции или организовать свою жизнь как-то иначе, с учетом того, что меняется вокруг нас. Давайте мы с вами достанем, что уходит от вас или, возможно, от чего вы откажетесь сами, или вам придется это видоизменять, трансформировать. Положим эту карту здесь пока. В чем ваша сила? Или от чего вам важно не отказаться? В чем ваши приоритеты в плане, когда, с наименьшими усилиями у вас получится что-то осуществить? Тут действительно, как вот ваша, как преобладающая какая-то сила, что вам будет помогать решать те или иные вопросы. И достанем одну карту, что будет дальше. Давайте рассмотрим. И начнем мы с метафоры, а дальше, если будет нужно, мы добавим карты Таро. Итак, февраль, энергии февраля, туз жезлов. Здесь могут проиграться и вопросы страсти, любви. Конечно, туз жезлов, дела, работа, бизнес, наши достижения и вопрос денег. Нам показан маг, волшебник. Пассами руки он открывает двери. И нам говорят, что у вас в феврале, мои дорогие овны, очень сильная позиция. То действительно, посмотрите, вот эта колода метафорических карт я навсегда называю туз мечей «Выход из лабиринта». И она очень красочно
иллюстративно показывает, что да, мы словно плутали. Может быть, пришлось пройти 1000 каких-то дорог, и мы упирались все время в тупик. Но вот именно в феврале вы точно будете знать, как мне поступить, что мне с этим делать, и тут неважно. Либо по отношениям, либо, может быть, и по работе, или с конкретным человеком, пусть это будет ключевой партнер, или руководитель, или какие-то вопросы, которые касаются в части бумаг или денег. Правда, сильная позиция, когда вы можете разрулить практически любую ситуацию. Либо принять почетный компромисс, либо найти вот этот самый выход из лабиринта. Давайте откроем третью карту. Правда? Праздник после победы. Есть какая-то и победа, и вообще сильная позиция. Нам еще говорят о том, что в этой колоде карт для вас будут очень важны доверенные люди. Имеется в виду ваши близкие. Поэтому личная жизнь сама по себе, как вам пространство, вселенная. Вот видите, какие карты замечательные выпали. Дает такую возможность. Можно сказать, что не просто сильная позиция, а это как само идет в руки. Или когда договориться вы можете со всеми, решить какой-то сложный вопрос, пожалуйста. Если нужно помириться с любимым человеком или были какие-то недосказанности или непонятности, не поняли друг друга, самое время, не оставляйте что-то на потом, потому что энергетика февраля как раз располагает к тому, чтобы вы для себя сделали что-то очень, более чем хорошо. Нечего добавить. Ну, давайте мы все же посмотрим, откроем, что вы можете чувствовать, потому что часто ведь так и бывает. Внешние события одно, а мы как-то ощущаем совсем по-другому. Король мечей. Ну, вообще, это рациональный человек. Это тот, который все делает по плану, по закону. И сам это может быть по себе представитель закона, законной власти. Может быть, это и вы, юрист, к примеру, или судья, или вы врач. Потому что проходят люди в погонах, люди в форме. Это те, которые берут на себя ответственность и делают все либо по регламенту, по протоколу, по законам, по каким-то актам под законом, или по приказу живут. Вот и такой момент. Вы можете где-то себя чуть-чуть скованным чувствовать. Может быть, обстоятельства жизни вынуждают. Вы ищете вот этот самый выход из лабиринта. Но тогда совершенно необходимо, может быть, для вас в феврале месяце некоторые вопросы прояснить или составить, точнее, важные документы. Здесь у каждого будет по-своему. Когда вы будете обращаться в высокие инстанции, проходят по этой карте. Но тогда примите во внимание, мои дорогие овны, для вас нет ничего невозможного. Вы можете со всеми договориться, правда? Но значит, даже если где-то вот эти энергии такие жестковатые или очень рациональные, здесь не горячность, да, если мы говорим, ваша карта, ну, обычно то, что соответствует вашему знаку зодиака, это император. Так вот, от этого императора король мечей берет лишь хладнокровие, выдержку, сдержанность где-то и рационализм. А эмоции, они где-то потом, видимо, прибавляются. Или тут будет радость, как после победы, так это может карта означать, что уделить внимание личной жизни, потому что по тузу кубков, ну, прямо скажем, самое время. Помните, мои дорогие овны, февраль, маг, волшебник. Только стоит захотеть. И вы, поверьте, даже если вы думаете о мечте или какой-то свой проект осуществить, если вы будете думать об этом каждый день, пусть даже вы пока не видите, как это правильно поступить или с чего начать, но мысль, если она в нашей голове где-то крутится, постепенно, словно судьба находит выход, или нам приходят нужные подсказки, значит, и варианты вы найдете. Хорошо, давайте раскроем период марта, что же там будет. Ну, вот здесь придется, видимо, сбавить обороты или где-то сохранять. Всегда аркан Луна говорит о том, что ты буквально себя сохранять должен. И нам показана женщина, девушка в ожидании, беременная, прогуливается по берегу. Сам период ожидания, неспешности, когда мы вынуждены, ну, может быть, учитывать какие-то внешние события. Вот на переходе между февралем и мартом такие энергии могут для вас проиграться. Хотя мы переход-то как раз отдельно посмотрим. Но, может быть, вот такие энергии у вас проигрываются еще за счет того, что личная жизнь, потому что приятные эмоции, это нежность, это ласка, это чувство защищенности тоже идет по аркану Луна. Но еще и аркан 1000 неопределенности. Нет пока какой-то конкретики. Может быть,
Это в связи с тем, что внешняя ситуация меняется. И тогда, мои дорогие овны, примите во внимание, как минимум тот факт, если вы оказываетесь в толпе в марте месяце, меня смотрят люди из разных стран, и неважно, по какой причине создалась эта толпа, помните, вам в другую сторону. Не бойтесь остаться один на один, бойтесь буквально толпы. Еще эта карта будет говорить о том, что мы говорим, 78 дверей колоды, да? И вот нам показана дверь. Причем такая красивая вроде бы дверь, но под наклоном. И эта дверь прообраз двери в Пизанскую башню. И вроде бы башня падает, но она столетия стоит, еще столько же простоит, мы это знаем. Но принципиальное значение в этой колоде имеют двери и как их открыть. Так вот здесь хамелеон. Вам придется договариваться с хамелеонами. Вам придется где-то быть лояльным, все подмечать, сохранять вот эти энергии короля мечей, потому что он наблюдает. Он не настроен себе навредить, или он не настроен доверять, кстати. И вот где-то это 1000 неопределенностей по карте, и не момент доверия, март месяц. Поэтому берегите себя, а люди могут быть разными. И вам придется где-то договариваться. Но для вас какой-то может быть волшебный сюрприз. Обратите внимание, монахиня открыла дверь и видит плачущего младенца среди холода, среди дождя и снега. И в этой колоде карт двойка мечей обозначает о том, что она пытается нам передать вот те ощущения внезапного момента в вашей жизни, как новость может быть. И скорее всего, судя по карте, явно женщина ведет другой совершенно образ жизни, но мечты наши сбываются. И эта карта говорит о том, что мы словно на выборе. С одной стороны, это правда может быть какое-то свидетельство о том, или даже удобный какой-то момент, не случайная случайность, когда вы можете осуществить свою мечту. Это, скорее всего, то, о чем вы когда-то мечтали. Может быть, вы отправляли буквально в пространство какие-то свои аффирмации, и вот теперь вам пространство возвращает эту возможность, как ты можешь это иметь. Но возвращается эта возможность каким-то немножко нелепым образом, или как вы этого не ожидали. Потому что монахиня вполне вероятно когда-то мечтала о дружной семье, о теплом доме. Она мечтала иметь детей, может быть, много. Но в силу судьбы или по воле судьбы или каких-то обстоятельств она все-таки выбрала вот такой скромный более чем образ жизни и служить Богу. И вдруг для нее это полный шок. Но, по сути, судьба или Вселенная исполняет ее выбор. Какой выбор она примет? Понятно, мы догадываемся, что она не оставит плачущего младенца лежать среди вот этого холода и луж. Она занесет домой. Но либо она изменит свою жизнь кардинально и будет воспитывать сама этого младенца, решится на какой-то очень ответственный шаг, либо она отдаст приемные родителям или в приемные руки, в дом, там, где младенцы находятся. Вот, мои дорогие овны, я подробно эту карту перевела, да, это метафора. Тут главное прочувствовать, что нам хочет передать эта карта. Вот у вас будет какая-то подобная возможность. Это какой-то сложный выбор. И вроде бы вы нашли из лабиринта выход. И это случилось в феврале. Но, видимо, не все. И первая карта у нас Луна. Это карта еще интуиции. Слушайте себя. Тут от чего-то будет важно не отказаться. И именно альтернативным путем приходят какие-то возможности. Или могут сбываться мечты. Третья карта. Все будет зависеть от вашего желания. Это вы сами. От начала до конца ваша карта. Император. Конечно, она будет говорить о том, что вы, к примеру, решаете сложные вопросы по части оформления, согласования документов. Или, может быть, это с вашим руководителем по работе. Или вы хотите делать карьеру. Вам действительно может прийти какая-то возможность, которую нужно рассмотреть. Слушать подсказки собственного шестого чувства. Или, может быть, внешняя обстановка. Она для кого-то темновата или может даже пугать, но только не вас. Вас она может ставить стопор больше, потому что я не знаю, как поступить. Вот такие могут быть события, которые именно с внешними обстоятельствами связаны. Но у вас сильная позиция. Давайте немного раскроем ваш внутренний мир, ваши ощущения. И это у нас март месяц.
Мы не говорим обо всем марте, но значит какая-то, как пункт в марте месяце, что-то подобное может произойти. И у кого-то по работе, а у кого-то ведь это может произойти в личной жизни. Что вы чувствуете? Ну вот, очень красочно карта передает чувства. Нам предлагают кубок, мы его не видим. Пересекается четверка кубков энергетически по нашим эмоциям, но разве что здесь какая-то апатия. И монахиня, которая нам тоже показана, но это где-то тоже может сопровождаться совершенно другими эмоциями, которые далеки от нашего мира, именно в котором мы живем, как будто дистанцироваться. Или мы могли погрузиться в какие-то такие размышления, или мы ожидаем, что к нам придут возможности, но мы ожидаем, что они придут к нам с какой-то главной фасадной стороны. И тут вдруг кто это ждет, и что нам демонстрирует кубок сверху, да еще и сзади. Правда, тут от чего-то не отказаться. И причем вы можете словно поставить на паузу что-то и сидеть ожидать, чтобы вам пространство Вселенная дала какую-то возможность, или, может быть, это через людей, через помощь людей. Мы можем просто бездействовать, дожидаясь какого-то более удобного момента. А карта говорит о возможности у тебя практически в руках. Тебе только нужно их взять. С чем это еще будет связано? У кого-то прошлая ситуация. Смотрите, именно в этой колоде карт у детей белые волосы. И в колоде Таро иллюминатов имеет значение все. Много символов, в том числе цвета. И белый цвет – это символ чистоты. Да, это чистота помыслов. Может быть, где-то и наивность. Дети изображены. Но помните, что только в детстве люди... мы с вами свободны от меркантильности какой-то. Мы искренне относимся друг к другу. И поэтому для кого-то из вас эта карта будет говорить, что у вас есть человек, который к вам относится искренне. И, может быть, не поругаться, между прочим. Потому что я так вижу, что тут может быть такой момент для кого-то из вас, безусловно, не для всех. Когда вам хочется настоять на своем, ваша карта император выпадает. Император больше... Ну, энергетика, по крайней мере, мы говорим о картах. Когда с позиции есть два мнения, мое и неправильное. Ну, в этом его где-то и сила, правда, надо признаться. Но все же надо быть гибким императором, рассмотреть все варианты. Потому что поставили перед собой цель, мы к ней идем. Но мы не можем изменить ни людей, ни обстоятельства. Поэтому наши планы, чтобы добиться чего-то более важного, приходится корректировать. Кто знает, может быть, это для кого-то как возвращение человека в вашу жизнь. Или, я повторюсь, если был какой-то конфликт, возможность помириться. Или, может быть, просто ожидание какого-то человека. И тут будет двояко, с учетом тех карт, которые нам раскрыла как внешняя ситуация. И может говорить о том, что не жди того, кто не придет, если какая-то прежняя история в силу разных причин завершилась. Ну, тогда... Нужно понимать, что наша реальная жизнь складывается как-то иначе. И тогда обдумать свои позиции. И поверьте, как в организме, так и в пространстве в нашем пустот не бывает. И если мы, ну, где-то принимаем новую реальность или то, что складывается, и даже какая-то прежняя, если история не может быть продолжена, отпускаем словно даже в мыслях этого человека – то тогда нам пространство может подарить либо новые какие-то контакты, дружбу, или с новыми, кстати, желаниями, в хорошем смысле, с искренностью, может вернуться тот человек, которого вы знали много лет. Или вы сами будете искать с ним контактов. И так я тоже допускаю. И в этом лабиринте вы тоже найдете выход. Посмотрите, у вас два туза мечей. И, по сути дела, два лабиринта. Есть один, может быть, ну и у каждого по-своему, может проиграться по-разному. К примеру, здесь у вас какие-то документы в феврале, да, или вопросы вашей занятости, труда, а в марте это могут быть вопросы, которые связаны с личной жизнью. У кого-то может все переплестись, просто продолжение какое-то следует, но в других энергиях. И вам все равно придется принимать важное решение. Но у вас есть, мои дорогие овны, человек все же. Вот я больше вижу для большинства из вас, что есть тот человек, который искренне за вас переживает.
и ему следует доверять. А для тех, кто один или одна, тогда карты кричат буквально, мои дорогие, что в феврале, что в марте. Настала пора выходить из одиночества. По крайней мере, внешняя даже обстановка к этому располагает. Давайте посмотрим, что же момент перехода или вот этот самый перекресток, так тоже можно, да, сказать. Что же для вас? И для кого-то девятка мечей очень красочная. Пора выйти из одиночества. Это то, что я только что говорила. Человек сам себя погрузил в клетку. Клетка золотая. Дверца открыта. Вам нужно на что-то решиться. И пока вы не примете это решение, ничего не происходит. И не случайно, наверное, у вас выпадает 2 туза мечей. Что же это еще? А посмотрите. Аркан. Императрица. Качество жизни совершенно новое для вас в моменте перехода. И для кого-то это будет означать изменение по работе, изменение вашего статуса, безусловно. Может быть и через личную жизнь, может быть и через получение новой должности. Для кого-то из вас, мои дорогие овны, будет проигрываться так, к примеру, если вы строите карьеру, много времени уделяете работе, и именно поэтому вы, ну, словно один или одна, тогда вы можете, находясь как на другой ступени социума, как будто среди ваших знакомых, может быть, и нет сейчас того человека, о котором мы говорим вам по судьбе, но все равно расширить диапазон общения определенно стоит. Может быть, от чего-то не отказываться. Или я вот вижу, что даже кто-то через карьеру, выполняя какие-то банальные, ну, может быть, действия по работе, отправляясь в учреждение, инстанции, тоже может кто-то из вас познакомиться с таким же человеком, достаточно сильным, как и вы. И тогда вот с этим сильным человеком не очень просто сложить отношения. С простыми людьми неинтересно, а со сложными не бывает просто. Ну так вот, у вас императрица и император выпадает. У кого-то эта карта будет действительно говорить о том, что поссорились. И вот так вот вы можете себя ощущать, как в этой клетке. И вроде бы от этой ссоры вам нехорошо. Но есть принципы, и вы следуете этим принципам. Мои дорогие овны, пересмотрите свои принципы. Ведь принципы мы сами создаем. И у вас на кону ваше счастье. Давайте посмотрим момент перехода. Ну, правда, с первой карты, наверное, когда вам выпал туз жезлов, я сказала волшебник. Главное, стоит захотеть. Вот для вас главное стоит захотеть. И карта сила подтверждает как раз о том, что да, дипломатом быть придется. У нас прекрасная дева договаривается с самим, это называется страж дверей всегда, да. Если вот здесь у нас страж дверей был хамелеон, здесь у нас страж дверей лев. И когда она договорится, откроется вот эта дверь. Перед вами открыты все двери, но договариваться придется. Может быть, это где-то быть более лояльных энергиях для того, чтобы обустроить свою личную жизнь. И здесь у каждого по-своему. Кто-то может отправляться по высоким инстанциям, решить вопросы по части дома, недвижимости или каких-то важных согласований. Тогда настройтесь на более такую миролюбивую ноту, мои дорогие овны, потому что вам буквально это помогает. Это для вас все будет в плюс. Очень сильная позиция. У вас 2 карты, императрица и сила. И карты вам передают мечи. Вот эта 9 мечей. Вот эта клетка золотая. Мы можем так ничего и не сделать, и не предпринять. И несмотря на все положительные энергии периода февраля и марта, мы можем так и остаться в одиночестве. Или не, может быть, не приступить к какому-то новому делу. Или то, что вы себе запланировали. Ожидать, вот как по 4 кубков, более подходящего момента. А карты нам говорят, с учетом аркана Луна, что возможности скрываются в тени, и вам это нужно рассмотреть. Принять, наверное, сделать какой-то важный выбор, чтобы не упустить для себя еще и очень хороший период для вас, положительный. Давайте мы узнаем, что же уходит или от чего вы откажетесь сами, или вам придется трансформировать. Не упустите свое счастье. Вот конкретно так. Королева жезлов – это где-то ваша энергия. И вот 9 мечей говорит о том, что ведь эта карта о нашем искаженном восприятии говорит. Вот мы как-то представляем по-своему жизнь.
А жизнь, она течет своим чередом. И если мы выйдем из какой-то зоны ограничений, куда поместили себя сами, или, может быть, по-другому оценим реальность, адаптируемся к какой-то обстановке, отношениям, вот это все важно. Для вас солнце заиграет другими красками, мои дорогие. И в другой палитре сразу многие моменты жизни будут складываться. Это, по сути дела, карта императрицы – это символ счастья, благополучия, когда у нас в согласованности все стихии или все сферы жизни. А королева жезлов, вообще это вы можете несколько, как раз с учетом того, что вы в своем мировосприятии меняете, и будет меняться ваша жизнь. Об этом символизирует. Ведь королева жезлов, она, посмотрите, в арке находится. Но по преданию карты королева жезлов не раз была в патовой ситуации, которая ее и научила быть сильнее, уметь договариваться, где-то хранить молчание, чтобы себе не навредить. И она очень удачливо на дела, работы, бизнес и деньги. Но где-то себя, может быть, трансформировать или принять новую сложившиеся обстоятельства или реальность вам приходится, адаптироваться вам приходится. В целом так. В чем ваша сила? И снова нам карты про то, что нам договариваться придется. Карта синхронности. И мы все то, что я говорила по аркану сила, вам снова добавляет эта карта, как будто делает на этом акцент. От чего важно не отказаться? От каких-то важных, может быть, договоренностей или от того, что вы достигнете нужного компромисса, примете Соломоново решение. Не совсем жесткие энергии, мои дорогие. Здесь совершенно иное мироощущение. Но именно оно, как добавляет вам силы, как дает возможность праздник после победы получить, ощутить, что у меня нет ничего невозможного. И я могу смело сказать, вот эти два выхода из лабиринта, два туза мечей, ваша сила в умении договариваться и быть дипломатом, мои дорогие. Давайте откроем третью карту, что же будет дальше. А здесь будет все зависеть от вас. И, безусловно, мы все разные. Кто-то так и не решится выйти из этой клетки или менять себя. Или увидеть реальность в какой-то другой плоскости. Или завершить одиночество. И тогда по семерке мечей девушка нам рисует. Здесь нет ничего, чтобы вам давало подсказку, как из мира внешнего. Если мы начали с того, что 78 дверей – это мир внешний или обстоятельства. Здесь сами вы художник. Вы сами создатель той реальности, которую вы захотите. Здесь нет ничего из того, чтобы вам могло помешать, даже несмотря на какие-то сложности, трудности или когда приходится договариваться. Вы все можете, но вы можете словно рисовать картину, как нам передает карта. Девушка рисует дверь закрытую в надежде, что она откроется. Но этого мы знаем не произойдет. Давайте посмотрим, что же будет дальше. Какой вам совет дадут карты? Вы знаете, у кого-то может проиграться так. Девятка пентаклей – это карта человека, который доволен собой. И у вас будет удачный период жизни по части, ну уж точно, дела, работа, бизнес и деньги. Потому что девятка пентаклей иногда говорит о человеке самодостаточном, но когда ей никто не нужен. Когда вот мне хорошо сейчас одному или одной, и не хочу я ни о чем думать. Но тут правда может быть выбор. И кто-то выберет, конкретно, может быть, ваши амбициозные планы, желание построить карьеру или организовать тот или иной бизнес, или он у вас уже имеется, значит, продвигать. Бледное лицо у нашей героини, показанное на карте, но она собой довольна. Поэтому выбор делаете только вы. А вам все-таки карта говорит, и тебе полный вперед. Потому что ты вот эту девятку пентаклей, свое благополучие, должен перевести в какой-то новый ракурс. И по девятке пентаклей нам всегда говорят, 9 – это число, которое символизирует пороговое значение. Вот как наш сегодняшний расклад. Момент перехода между прошлым и будущим. И выпадает вам дальше аркан колесницы, который и говорит как раз о том, что настало время
изменить себя, изменить свою жизнь, не оглядываться назад, завершить одиночество или куда-то отправиться. У кого-то проиграться может переезд, но это сами по себе перемены в вашей жизни. Отпускай прошлое и встречай все новое, что входит на твой порог. Тебе стоит захотеть, Овен, и для тебя нет ничего невозможного. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.